Тема дипломатическая история Первой мировой войны. Как пишет британский историк Джон Киган, трагедия дипломатического кризиса, предшествовавшего началу боевых действий в августе 1914 года и переросшего четырехлетнюю трагедию Великой войны, заключается в том, что события последовательно и постепенно преодолевали способность государственных деятелей и дипломатов контролировать и сдерживать их. Какими бы почетными и способными людьми они ни были, служащие канцелярии и иностранные офицеры великих держав во время июльского кризиса были привязаны к колесу шифровальной рутины, телеграфного расписания, возможности телефона, который мог бы помочь преодолеть барьеры в общении, похоже, ускользнули от их воображения. Возможности радио, которое было доступно, но не использовалось, ускользнули от них. В итоге государства Европы, словно в мертвом марше и глухом диалоге, двинулись к уничтожению своего континента и своей цивилизации. Дипломатическая история Первой мировой войны охватывает взаимодействие между основными игроками во время Первой мировой войны. Впрочем, и не только. Сразу стоит отметить, союзниками являлись Британская империя, Франция, Россия до 1917 года, Италия с 1915 года и Соединенные Штаты Америки с 1917 года. Противостоявшие союзникам крупные центральные державы включали Германию, Австро-Венгрию, Османскую империю, Турцию и Болгарию. Другие страны, например, Бельгия и Япония, присоединились к союзникам. Имели сильное влияние не военные, дипломатические и пропагандистские взаимодействия между воюющими сторонами, направленные на то, чтобы заручаться поддержкой или подрывать поддержку врагов. Дипломатия военного времени была сосредоточена на 5 следующих задачах. Первое. Подрывные пропагандистские кампании с целью ослабления морального духа противника. Второе. Определение и переосмысление целей войны, которые становились все более жесткими по мере продолжения войны. Третье. Переманить временно нейтральные страны – Италию, Османскую империю, Болгарию и Румынию на свою сторону, предлагая кусочки вражеской территории. Четвертое. Поощрение националистических движений меньшинств на вражеских территориях. Пятое. Мирные предложения. Нейтральные страны и воюющие стороны по-разному выдвигали многочисленные мирные предложения. Ни одно из них не продвинулось очень далеко. Некоторые были нейтральными попытками положить конец ужасам. Другие использовали пропагандистские уловки, чтобы показать свою собственную сторону разумной, а другую неразумной. Как указывает Джон Киган, Первая мировая война была трагическим и ненужным конфликтом. Ненужным, потому что цепь событий, приведших к его возникновению, могла быть прервана в любой момент, если бы благоразумие или общая добрая воля обрели голос. Трагическим, потому что последствия разрушили доброжелательную и оптимистичную культуру европейского континента и оставили сильное наследие политической злобы и ненависти. И объяснение причин Второй мировой войны не может обойтись без ссылки на эти корни. Был миф о том, что толпы радовались и все воюющие нации приветствовали войну. Это было неправдой. Повсюду царило глубокое чувство дурного предчувствия. В Британии военного времени и в нейтральных Соединенных Штатах сообщения о зверствах немцев и убийстве множества тысяч мирных жителей, захвате заложников и разрушениях исторических зданий и библиотек вызвали изменение настроений антивоенного населения.
В 1914 году война была настолько неожиданной, что никто не сформулировал долгосрочных целей. Специальная встреча послов Франции и Великобритании с министром иностранных дел России в начале сентября привела к заявлению о целях войны, которое не было официальным, но отражало идеи, циркулировавшие среди дипломатов в Санкт-Петербурге, Париже и Лондоне, а также в Бельгии, Сербии и Черногории. Были сформулированы следующие положения. Первое. Главной целью трех союзников было сокрушение мощи Германии и ее притязаний на военное и политическое господство. Второе. Территориальные изменения должны были определяться в соответствии с принципом национальности. Третье. Россия должна аннексировать некоторые определенные части Австро-Венгерской империи. Четвертое. Франция должна вернуть Эльзас-Лотарингию, добавив к ней, если ей понравится, часть Рейнской провинции и Палатина. Пятое, седьмое. Новые территории для Бельгии, Дании, восстановление королевства Ганновер. Восьмое. Австрия должна стать тройственной монархией, усилив, обновив королевство Богемия, Чешское королевство. Девятое. Сербия должна аннексировать Боснию, Герцеговину, Далмацию и Северную Албанию. Десятое, одиннадцатое. Должна быть присоединена территория к Болгарии и Греции. Двенадцатое. Англия, Франция и Япония должны разделить колонии Германии. 13. Германия и Австрия должны выплатить репарации за войну. Никакого официального заявления о военных целях союзников опубликовано не было. Секретные договоры оставались секретными до тех пор, пока большевики не пришли к власти в России в ноябре 1917 года и не начали их публиковать. Социалисты всегда утверждали, что за войной стоят капиталисты, чтобы набить свои собственные карманы, и свидетельства обещанных новых территорий воодушевили левые движения по всему миру. Президент Вудро Вильсон вернул себе часть инициативы в январе 1918 года, когда он провозгласил свои 14 пунктов, первый из которых требовал открытых мирных соглашений, открыто достигнутых, после которых не должно быть никаких частных международных договоренностей любого рода, и дипломатия должна осуществляться всегда откровенно и на виду у общественности. Историк Хью Стран утверждает, что цели войны, сосредоточенные на территориальных завоеваниях, в любом случае не имели центрального значения. Они не определяли ход ее действий, а конечной целью войны была пропаганда, разрушение одних верований и создание других. Германия не могла определить окончательно набор военных целей. Однако в сентябре 1914 года Курт Рицлер, старший помощник канцлера Германии Теобальда фон Бетмана Гольвига, набросал несколько возможных идей, которые историки назвали «Сентябрьской программой». Сентябрьская программа – это проект, в котором были сформулированы военные цели Германской империи в начале Первой мировой войны. В ней подчеркивались экономические выгоды, превращение всей Центральной и Западной Европы в общий рынок, контролируемый Германией и в ее собственных интересах. Бельгия стала бы вассальным государством, Англии угрожали военно-морские базы, а у России была бы отнята большая часть Восточной Европы, как это фактически произошло в начале 1918 года. Франция получила бы финансовую компенсацию, но чтобы она была экономически зависимой от Германии. Нидерланды стали бы зависимым сателлитом, и британская торговля была бы исключена. Германия восстановила бы колониальную империю в Африке. Идеи, набросанные Рицлером, не были полностью сформулированы, не были одобрены Теобальдом фон Бетманом Гольвигом и не были представлены или одобрены каким-либо официальным органом. Идеи были сформулированы быстро. Указывается на то, что если бы Германия победила, она заняла бы очень агрессивное, доминирующее положение в Европе. Тупиковая ситуация к концу 1914 года вынудила серьезно задуматься о долгосрочных целях. Великобритания, Франция, Россия и Германия все по отдельности пришли к выводу, что это не была традиционная война с ограниченными целями. Британия, Франция и Россия стали привержены тому, чтобы уничтожить немецкую военную мощь, а Германия, чтобы доминировала немецкая военная мощь в Европе. Через месяц после начала войны Великобритания, Франция и Россия договорились не заключать сепаратный мир с Германией, и начались дискуссии о привлечении других стран к участию в обмен на территориальные приобретения.
обе стороны использовали секретные договоры, чтобы побудить нейтральные страны присоединиться к ним в обмен на обещание привилегий, когда победа будет достигнута. Все держалось в секрете до тех пор, пока большевики не пришли к власти в России в 1917 году и не начали публиковать все подробности. Союзники пообещали, что после победы над Османской империей они дадут большие территориальные куски в обмен на немедленную помощь в войне. Некоторые территории были обещаны нескольким странам, исходя из принципа, что конфликты могут быть урегулированы после достижения победы. Поэтому некоторые обещания пришлось нарушить, и это оставило неизгладимое, горькое наследие, особенно в Италии. Важные секретные договоры включали тайный договор о Германо-Турецком союзе, подписанный 2 августа 1914 года. Он предусматривал, что Германия и Турция сохранят нейтралитет в конфликте между Австро-Венгрией и Сербией, но если Россия вмешается с активными военными мерами, две страны станут военными союзниками. Другим важным секретным договором был Лондонский мирный договор, заключенный 26 апреля 1915 года, в котором Италии были обещаны определенные территориальные уступки в обмен на вступление в войну на стороне тройственной антанты союзников. Бухарестский мирный договор был заключен между Румынией и державами Антанты, Англией, Францией, Италией и Россией 17 августа 1916 года. Согласно этому договору, Румыния обязалась напасть на Австро-Венгрию и не стремиться к сепаратному миру в обмен на определенные территориальные приобретения. Статья 16 этого договора предусматривала, что соглашение должно храниться в секрете. Президент Вудро Вильсон считал, что секретные договоры – это плохо. В своих 14 пунктах он призывал к открытым договорам. У обеих сторон были поразительно разные подходы к дипломатии. Военное руководство фельдмаршала Пауля фон Гинденбурга и его заместителя генерала Эриха Людендорфа больше контролировало Германию и другие центральные державы. Они работали вокруг кайзера и в основном игнорировали политиков и дипломатов. Они сосредотачивались на военном превосходстве. Самый драматичный пример произошел, когда военное командование приняло решение о неограниченной подводной войне против Великобритании в начале 1917 года, несмотря на возражения канцлера Бетмана Гольвега и других гражданских лидеров. Историк Кэттл Нолан утверждает, что их стратегия заключалась в следующем. Немцы должны победить быстро и выиграть все или потерять все в войне на истощение. Разгромить Россию в 1917 году, разгромить Францию и заморить Британию голодом, и все это до того, как американцы прибудут в достаточном количестве, чтобы реально изменить ситуацию на фронте. Привет! Я продолжу говорить о дипломатической истории Первой мировой войны. Это вторая часть.
У союзников был более сложный многомерный подход, который включал в себя важнейшие роли в дипломатии, финансах, пропаганде и подрывной деятельности. Меморандум Лансдауна призывал Великобританию к переговорам о мире с Германией. Был опубликован 29 ноября 1917 года и написан 13 ноября 1916 года в Лондоне. Меморандум был написан Генри Петти Фитцморрисом. Меморандум Лансдауна подвергся резкой критике, и правительство отклонило его. Дальнейшие разговоры о компромиссном решении были пресечены, и целью британской и французской войны было окончательное уничтожение немецкого милитаризма. Когда Соединенные Штаты присоединились к этому, Томас Вудро Вильсон также в своих 14 пунктах подчеркнул необходимость уничтожения милитаризма. Австрия и Турция не были главными целями, и сепаратный мир с ними всегда был вариантом. Союзники пытались заключать сделки с нейтральными странами, например, сюда относится Италия. Странам было обещано, что когда придет победа, центральные державы будут распущены, а важнейшие территории будут переданы победителям. По Лондонскому мирному договору 1915 год Италии было обещано несколько больших кусков Австро-Венгерской империи. России был обещан Константинополь по Константинопольскому соглашению 1915 года. Евреям была обещана родина в Палестине по декларации Бальфура 1917 года. Арабам было обещано суверенное государство в регионах, контролируемых Турцией. Стремящимся национальностям, которые хотели обрести родину, были обещаны их собственные родины. Франции была обещана земля Эльзас-Лотарингия, которая была передана Германии в 1871 году. Что касается финансов, то британцы щедро одалживали деньги России, Франции, Италии и более мелким союзникам. Когда британские деньги закончились, Соединенные Штаты заменили Британию в этом отношении в начале 1917 года. Они давали более крупные займы. Союзники делали большой акцент на мягкой силе, включая экономическую помощь и торговлю, а также пропаганду. Например, Британия прекратила все поставки хлопка в Германию, но в то же время субсидировала американскую хлопковую промышленность. Историки Ричард Хефнер и Александр Хефнер указывают на выдающийся успех британской пропаганды, формирование американского мнения, в то время как слабые пропагандистские усилия Германии оказались крайне неэффективными. Пропаганда союзников подчеркивала триумф либеральных идей. Немцы хранили молчание о своих военных целях по господству над всей Европой, поскольку понимали, что это не будет иметь широкой поддержки. Однако Министерство иностранных дел Германии стало осознавать ценность подрывной деятельности в условиях тотальной войны. Оно использовало деньги и пропаганду, чтобы попытаться подорвать моральный дух союзников, в том числе мусульман в британской, российской, османской империях. Пропаганда союзников была сосредоточена на отождествлении Германии с милитаризмом. Союзники были смущены своим крупным союзником России. Это была недемократическая автократия. Свержение царского режима в марте 1917 года значительно облегчило вступление Америки в войну, поскольку президент Вильсон впервые смог провозгласить крестовый поход во имя идеалистических целей. Германия избегала внутренних дискуссий о своих военных целях, потому что дебаты угрожали политическому единству внутри страны. В мае 1917 года канцлер предупредил Рейхстаг, что обсуждение целей войны было бы неразумным. В январе 1917 года Германия допустила крупную стратегическую ошибку. Германский военно-морской флот начал полномасштабную блокаду Британии, используя свои подводные лодки, чтобы топить все торговые суда без предупреждения. Это было нарушением международного права. Военные приняли решение, отвергнув советы гражданских лиц, зная, что это означает войну с Соединенными Штатами. Но это был последний шанс Германии на решительную победу, прежде чем американцы смогут полностью мобилизоваться. Игнорируя советы гражданского населения, военные не смогли понять, что Британия является финансовым банкротом и больше не может ни закупать необходимое сырье, ни оказывать срочно необходимую финансовую помощь своим друзьям. Историк Хью Стран утверждает, что новая немецкая стратегия подводных лодок спасла Британию.
Другим направлением дипломатии была публикация. С началом войны европейские державы начали публиковать избранные сборники, а иногда и вводящие в заблуждение сборники дипломатической переписки, стремясь найти оправдание своему собственному вступлению в войну и возложить вину за развязывание войны на других участников. Первой из святых книг, появившейся на свет, была немецкая «Белая книга», которая появилась 4 августа 1914 года, в тот же день, когда Великобритания объявила войну. Объявление Соединенным Королевством войны Германии произошло 4 августа 1914 года из-за того, что Германия отказалась вывести войска из нейтральной Бельгии. Как известно, в 1839 году Соединенное Королевство Великобритании, Ирландии, Франции и Пруссия подписывали Лондонский договор, гарантировавший суверенитет и независимость Бельгии. В ходе войны обеим сторонам пришлось уточнить свои долгосрочные военные цели. К 1916 году в Великобритании и в нейтральных Соединенных Штатах дальновидные мыслители начали разрабатывать единую международную организацию для предотвращения будущих войн. Историк Питер Йервуд утверждает, что когда новое коалиционное правительство Дэвида Ллойда Джорджа пришло к власти в декабре 1916 года, среди интеллектуалов и дипломатов широко обсуждалась желательность создания такой организации. Когда Вильсон бросил вызов Ллойду Джорджу, чтобы он изложил свою позицию относительно послевоенного периода, он одобрил такую организацию. Сам Вильсон включил в свои 14 пунктов в январе 1918 года Лигу наций для обеспечения мира и справедливости. Общая прямая стоимость войны для всех участников составила около 80 миллиардов долларов в долларах США 1913 года. Межсоюзнический финансовый совет занимался вопросами распределения денег между союзниками. К 1917 году Соединенные Штаты располагали практически всеми доступными деньгами и принимали все решения. Существовали советы, занимающиеся закупками продовольствия. Межсоюзнический продовольственный совет, Межсоюзническая исполнительная комиссия по мясу и жирам, Межсоюзническая научная продовольственная комиссия и так далее. Привет! Я продолжу говорить о дипломатической истории Первой мировой войны. Это третья часть. Британская дипломатия во время войны сосредотачивалась на продвижении пропагандистских усилий с нейтральными странами и инициативах по подрыву немецкой экономики, особенно посредством морской блокады. В 1915 году в Париже начала действовать конференция союзников по координации финансовой поддержки союзников, производству боеприпасов и распределению сырья нейтральным странам. Британия создала черный список, комиссию по контролю за судоходством и Министерство блокады. 4 августа британское правительство объявило войну от имени короля.
Стратегический риск, связанный с немецким контролем над бельгийским и в конечном счете французским побережьем, считался неприемлемым. Отношения Великобритании с ее партнерами по Антанте, как Франции, так и России, были одинаково важными. Министр иностранных дел Эдуард Грей утверждал, что секретные военно-морские соглашения, согласно которым Франция направила свой флот в Средиземное море, налагали на Великобританию моральное обязательство защищать Ла-Манш. Более того, в случае, если Британия откажется от своих партнеров по Антанте, существовали опасения, что если Германия выиграет войну или Антанта победит без британской поддержки, то Британия останется без друзей. Это сделало бы Британию уязвимой для нападения. Представитель Министерства иностранных дел Великобритании Айра Кроу говорил: если начнется война, а Англия останется в стороне, должно произойти одно из двух. Либо Германия и Австрия победят, сокрушат Францию и унизят Россию. И каково будет положение Англии, лишенной друзей? Или Франция и Россия победят, каково будет их отношение к Англии? А что насчет Индии и Средиземноморья? Англичане и французы решили, что практически вся Османская империя будет разделена между победителями, и туркам будет оставлен лишь небольшой кусочек. В Азии французы получили бы северную половину, а британцы – южную. Британский кабинет министров уделил особое внимание статусу Палестины, рассматривая множество сложных факторов. Неуклонное продвижение британских армий из Египта указывало на то, что Палестина и близлежащие районы вскоре перейдут под контроль союзников, и лучше всего было бы объявить о планах до того, как это произойдет. В октябре 1915 года британский верховный комиссар в Египте пообещал Хусейну ибн Али, шерифу Мекки, арабскому лидеру, что Британия поддержит арабские национальные амбиции в обмен на сотрудничество против турок. Лондон думал, что появится так много новых земель, что то, что Бальфур назвал небольшой выемкой, предоставленной евреям, не будет проблемой. Сионистское движение набирало силу в еврейских общинах по всей Европе, включая Великобританию и Соединенные Штаты. Обещание им родной земли активизировало их поддержку. Различные христианские группы, особенно протестанты, ориентированные на Библию, проявляли большой интерес к Святой Земле и к библейским предсказаниям. Наконец, сам министр иностранных дел Великобритании Бальфур давно был обеспокоен погромами против евреев в Восточной Европе и в течение многих лет искал способы переселить их за пределы России. Он провел много обстоятельных бесед с лидером сионистов Великобритании, разработав план, который Ллойд Джордж и кабинет одобрили. В ноябре 1917 года Бальфур сделал очень короткое официальное заявление относительно Палестины. Он пообещал национальный дом для еврейского народа и сказал, что не будет сделано ничего, что ущемило бы права арабов. Он не упомянул о государственности. С точки зрения британской дипломатии Дэнни Гудвейн утверждает, что декларация Бальфура была победой радикальной фракции в британском правительстве, обсуждавшей политику в отношении судьбы Османской империи. Радикалы предложили разделить эту империю, чтобы укрепить контроль Великобритании над Ближним Востоком. Фракция реформистов тогда проиграла. Блокада Германии Королевским флотом была высокоэффективным методом по предотвращению импорта. Однако лазейкой в данной системе блокады были поставки в нейтральные страны, такие как Нидерланды и Швеция, которые продавали товары Германии. Чтобы остановить это, британцы внимательно стали следить за поставками в нейтральные страны, ограничили импорт для нейтральных стран и стали обыскивать торговые суда. Они также внесли в черный список американские фирмы, которые, как известно, торговали с Германией. Соединенные Штаты выразили протест, но Вудро Вильсон решил терпимо относиться к политике Великобритании. К 1914 году внешняя политика Франции основывалась на союзе с Россией и неформальном взаимопонимании с Великобританией. Обе страны предполагали, что главная угроза исходит от Германии. Кризис 1914 года был неожиданным, и когда Германия мобилизовала свои силы, Франции также пришлось мобилизоваться. Затем Германия вторглась в Бельгию в рамках своего плана Шлиффена выиграть войну. В общем, в дальнейшем план провалился, и война зашла в очень кровавый тупик на Западном фронте практически до 1918 года. Великобритания взяла на себя ведущую роль в большинстве дипломатических инициатив, с Парижем консультировались по всем ключевым
пунктам. Соглашение Сайкса-Пико 1916 года с Великобританией предусматривало распад Османской империи и разделение ее на сферы французского и британского влияния. Франция понесла очень тяжелые потери с точки зрения боевых потерь, финансирования и разрушений в оккупированных немцами районах. На Парижской мирной конференции 1919 года месть по отношению к Германии была главной французской темой, и премьер-министр Клемансо был в значительной степени эффективен против сдерживающего влияния англичан и американцев. Франции должны были выплачиваться крупные репарации, была возвращена территория Эльзас-Лотарингия и получен мандат на управление частями бывших немецких колоний в Африке. Французские и британские солдаты и дипломаты хорошо работали вместе во время войны, и главной целью французской дипломатии стало постоянное продолжение тесных отношений, а также включение в это Соединенных Штатов. Однако Лондон и Вашингтон не пожелали взять на себя обязательство использовать свою военную силу для поддержания европейского порядка, установленного на Парижской конференции. По мнению Ллойд Джорджа и Вудро Вильсона, Клемансо зашел слишком далеко, выдвигая свои требования. Лондон вернулся к довоенным приоритетам, делая упор на внутренние имперские соображения, исходя из предположения, что Франция будет представлять некоторую угрозу британским интересам. Соединенные Штаты отвергали любой военный союз, и их внешняя политика находилась в полном замешательстве. Историки сходятся во мнении о низком качестве высшего руководства России. Царь Николай II принимал все окончательные решения, но ему неоднократно давали противоречивые советы, и он, как правило, делал неправильный выбор. Он создал глубоко порочную организационную структуру, которая была неадекватна высокому давлению. Стивенсон, например, указывает на катастрофические последствия недостаточной связи между гражданскими и военными, когда гражданские лица и генералы не контактировали друг с другом. Правительство совершенно не подозревало о своих фатальных слабостях и оставалось вне связи с общественным мнением. Министр иностранных дел должен был предупредить царя, что если он не уступит требованию народа и не обнажит меч от имени Сербии, он рискует революцией и потерей своего трона. Царь все равно потерял свой трон. Стивенсон заключает, принятие русскими решений в июле 1914 года было скорее трагедией просчета. Россия была более уязвима к социальным потрясениям, чем любая другая держава. Царь Николай II принял личное командование армией в 1915 году и проводил большую часть своего времени в штабе армии вблизи линии фронта, где его склонность недооценивать лидерский качество и неправильно понимать стратегию нанесла наибольший ущерб. Тем временем моральный дух в тылу резко упал, солдатам не хватало винтовок и достаточного количества продовольствия, экономика была напряжена до предела и за его пределами, а забастовки стали повсеместными. Царь обращал на это мало внимания. Царица Александра, все больше подпадавшая под обаяние Григория Распутина, непреднамеренно передавала царю предложенные им имена для высших назначений. Таким образом, в январе 1916 года царь заменил премьер-министра Ивана Горемыкина Борисом Штюрмером. Министр иностранных дел Сергей Сазонов не был влиятельным игроком. Историк Томас Отте считает, что Сазонов чувствовал себя слишком неуверенно, чтобы отстаивать свои позиции против более сильных людей. Он был склонен скорее уступать, чем отстаивать свои собственные взгляды. На критических этапах июльского кризиса Сазонов был непоследователен и демонстрировал неуверенное понимание международных реалий. Царь уволил Сазонова в июле 1916 года. Когда царский режим рухнул в феврале 1917 года, на 8 месяцев на смену пришло временное правительство, либеральный режим. Александр Керенский играл ведущую роль и в конечном итоге стал премьер-министром. После того, как Ленин и большевики свергли режим Керенского в ходе Октябрьской революции 1917 года, Россия погрузилась в гражданскую войну. Привет! Я продолжаю говорить о дипломатической истории Первой мировой войны. Это 4-я часть, всего их будет 6. Хотя немецкое вторжение в Бельгию в 1914 году было основным фактором, вызвавшим вступление Великобритании в войну, само правительство Бельгии играло небольшую роль в дипломатических делах, вопросах.
Думаю, я поясню немного по поводу немецкого вторжения в Бельгию. Немецкое вторжение в Бельгию было военной кампанией, которая началась 4 августа 1914 года. Ранее, 24 июля, бельгийское правительство объявило, что в случае войны оно будет придерживаться нейтралитета. Бельгийское правительство мобилизовало свои вооруженные силы 31 июля, а в Германии было объявлено состояние повышенной боевой готовности. 2 августа правительство Германии направило ультиматум Бельгии, требуя прохода через страну. Бельгийское правительство отказалось принять ультиматум, а британское правительство гарантировало Бельгии военную поддержку. Правительство Германии объявило войну Бельгии 4 августа. Немецкие войска пересекли границу и начали штурм Льежа. Итак, 2 августа 1914 года правительство Германии потребовало, чтобы немецким армиям был предоставлен свободный проход через бельгийскую территорию. Бельгийское правительство отказало в этом 3 августа. Король Альберт I обратился к своему парламенту 4 августа, сказав: «Никогда с 1830 года для Бельгии не наступал более тяжелый час. Сила нашего права и потребность Европы в нашем автономном существовании заставляет нас все еще надеяться, что страшные события не произойдут». В тот же день немецкие войска вторглись, почти вся Бельгия была оккупирована в течение всей войны, за исключением маленькой территории на Крайнем Западе, которая находилась под контролем бельгийской армии. Само правительство было переведено в город Сент-Адрес во Франции, и Бельгия также контролировала Конго в Африке. Бельгия официально продолжала воевать с Германией, Бельгия никогда не присоединялась к союзникам, однако министру иностранных дел Полю Имансу удалось добиться от союзников обещаний, которые приравнивались к совместным действиям. Великобритания, Франция и Россия пообещали в Сент-Адресской декларации в феврале 1916 года, что Бельгия будет включена в мирные переговоры, ее независимость будет восстановлена и что она получит денежную компенсацию от Германии за нанесенный ущерб. Поясню по поводу Сент-Адресской декларации. Сент-Адресская декларация – это дипломатическое заявление, сделанное 14 февраля 1916 года главными союзными державами Первой мировой войны – Великобритании, Франции и России. Сент-Адресскую декларацию также поддержали Италия и Япония. В декларации говорилось, что державы откажутся подписывать любой мирный договор об окончании войны, по которому Бельгия останется без политической и экономической независимости. В апреле 1916 года действие декларации было расширено и распространилось на бельгийское Конго. На Парижской мирной конференции в 1919 году Бельгия официально утратила свой исторический нейтральный статус и стала первой в очереди на получение репарационных выплат от Германии. Однако она получила лишь небольшую часть территории Германии, ей отказали в требованиях в отношении всего Люксембурга и части Нидерландов. Ей были предоставлены колониальные мандаты в отношении немецких колоний. Поль Иманс стал президентом Первой ассамблеи Лиги наций. Когда в 1914 году началась война, Иманс встретился с президентом США Вудро Вильсоном в Вашингтоне и получил серьезное обещание помощи и продовольственной поддержки. Помощь направлялась главным образом Гувером и включала несколько агентств: Комиссию по оказанию помощи в Бельгии, Американскую администрацию помощи и Национальный комитет по безопасности и противодействию. Война стала неожиданным событием, которое вынудило принять решение о том, следует ли соблюдать союз Германии и Австрии. В течение 6 месяцев Италия оставалась нейтральной, поскольку Тройственный союз существовал только в оборонительных целях. Италия взяла на себя инициативу вступления в войну весной 1915 года, несмотря на сильные настроения населения и элиты в пользу нейтралитета. Италия была большой бедной страной, чья политическая система была хаотичной. Ее финансы были сильно напряжены, а ее армия была очень плохо подготовлена. Тройственный союз мало что значил как для итальянцев, так и для австрийцев. Вена объявила войну Сербии, не посоветовавшись с Римом. Два человека, премьер-министр Антонио Саландро и министр иностранных дел Сидни Сонина, принимали все решения, как это было типично для итальянской внешней политики. Они действовали тайно, позже привлекая к этому короля. Они держали военных и политических лидеров в полном неведении. Они вели переговоры с обеими сторонами наилучшей сделки, получили ее от Антанты, которая была вполне готова пообещать большие куски территории Австро-Венгерской империи, включая Тироль и Триест, а также сделать Албанию протекторатом. Россия наложила вето на передачу Италии Далмации. Британия была готова выплачивать субсидии, займы, чтобы заполучить 36 миллионов итальянцев в качестве новых союзников.
Япония присоединилась к союзникам, захватила немецкие владения в Китае на островах Тихого океана, заключила сделки с Россией, оказала сильное давление на Китай с собственной целью для своего собственного расширения. В 1915 году Япония тайно выдвинула 21 требование к новой хрупкой Китайской республике. Требования включали контроль над бывшими немецкими владениями, Маньчжурией, различные меры политического, экономического и военного контроля. В результате предполагалось превратить Китай в японский протекторат. Гегемонии Японии в северной части Китая способствовали определенные международные соглашения. Например, соглашение с Россией в 1916 году помогло еще больше укрепить влияние Японии в Маньчжурии. Соглашение с Францией, Великобританией и Соединенными Штатами в 1917 году признавали новые территориальные завоевания Японии. Китай был нейтрален в начале войны. Китай был в слабом положении, поскольку японские и британские вооруженные силы в 1914 году захватили владения Германии в Китае. Япония оккупировала немецкую военную колонию в Циндао и оккупировала часть провинции Шаньдун. Китай был финансово хаотичным, крайне нестабильным, политически и очень слабым в военном отношении. Его лучшей надеждой было принять участие в послевоенной мирной конференции, надеяться найти друзей, которые помогли бы блокировать угрозы японской экспансии. Китай объявил войну Германии в августе 1917 года в качестве формальности, чтобы получить право участвовать в послевоенной мирной конференции. Они рассматривали возможность отправки символического боевого подразделения на Западный фронт, но так и не сделали этого. Как известно, в январе 1915 года Япония тайно предъявила китайскому правительству ультиматум из 21 требования. Китай действительно имел место на Парижской мирной конференции в 1919 году. Однако во многом Китаю было отказано, и Китаю пришлось принять 21 требование, хотя требования были несколько смягчены из-за давления США на Японию. Серьезной реакцией на это унижение стал всплеск китайского национализма, выразившийся в движении 4 мая. Румыния с населением 7,5 миллионов человек была нейтральной в течение первых 2 лет войны. У нее были крупные нефтяные месторождения в Европе, и Германия охотно покупала ее нефть. Король Кароль I благоволил Германии, но после его смерти в 1914 году король Фердинанд I и политическая элита страны отдали предпочтение Антанте. Для Румынии наивысшим приоритетом было отнять Трансильванию у Венгрии, таким образом добавив около 5 миллионов 200 тысяч человек, 54% или 57% из которых были румынами. Союзники хотели, чтобы Румыния перешла на их сторону, чтобы перерезать железнодорожное сообщение между Германией и Турцией и перекрыть поставки нефти в Германию. Британия предоставила кредиты, Франция направила военную учебную миссию, а Россия пообещала современные боеприпасы. Союзники пообещали по меньшей мере 200 тысяч солдат для защиты Румынии от Болгарии на юге и помощи ей во вторжении в Австрию. В августе 1916 года Румыния вступила в войну на стороне союзников. Румынская армия была плохо обучена, плохо экипирована и имела неадекватный офицерский состав. Румыния вторглась в Австро-Венгрию, но вскоре была отброшена назад и столкнулась со Вторым фронтом. Когда болгарские войска при поддержке немецких и османских войск вторглись в Добруджу. К концу 1916 года 2/3 страны, включая столицу Бухарест, были оккупированы центральными державами, и только Молдавия оставалась свободной. Обещания союзникам оказались иллюзорными, и когда румынские нефтяные месторождения оказались под угрозой, британцы уничтожили нефтяные месторождения Плоэшти, чтобы уберечь их от немецких рук. 22 июля 1917 года Румыния начала совместное с Россией наступление против австро-венгерской первой армии в районе Мерешти, результатом которого стала битва при Мереште. Несмотря на некоторый первоначальный успех, контрнаступление центральных держав Галиции остановило румыно-русское наступление. Последующее наступление Германии и Австро-Венгрии с целью выбить Румынию из войны было остановлено румынскими и российскими войсками. В дальнейшем в России начались внутренние серьезные проблемы. В конце 1917 года румынское дело было безнадежным, и у Румынии не было другого выбора, кроме как заключить 9 декабря 1917 года Факшанское перемирие, а в мае 1918 года Бухарестский мирный договор. 10 ноября 1918 года, когда все центральные державы капитулировали, Румыния снова перешла на сторону союзников.
Одной из целей союзнической дипломатии в 1915 году было переключить Грецию с нейтралитета на поддержку. Ее расположение было идеальным для операций на Балканах против Австрии и против Турции. Союзники предлагали заманчивые выгоды, включая греческий контроль над Южной Албанией, Кипром и Смирной. Греческое правительство было глубоко расколото. Король Константин I ожидал, что победит Германия. Правительство премьер-министра Элефтериуса Венизелоса ожидало, что победят союзники. Обе стороны согласились с тем, что успех и экспансия Греции зависят от победителя. Греция оставалась нейтральной. В 1915 году Венизелос предложил союз с союзниками, а в качестве вознаграждения Греции должны будут предоставить контроль над Константинополем. Россия наложила вето на греческое предложение. Венизелос был вынужден уйти в отставку, но по парламентским выборам в июне 1915 года он вернулся к власти. Венизелос разрешил союзникам использовать Салоники в качестве порта для нападения на Болгарию. Но Греция так и не была с союзниками. Союзным армиям не удалось продвинуться дальше Салоник. Летом 1916 года афинское правительство при короле Константине I передало форт Рупель немцам, назвал это актом нейтралитета. Сторонники Венизелоса осудили это как предательство. Союзные войска вели войну с базы Салоников, вступив в бой с болгарскими войсками, когда они вторглись в Грецию в августе 1916 года в битве при Струме. Британские и французские войска высадились в Афинах в декабре 1916 года, надеясь свергнуть короля, но потерпели неудачи и были вынуждены отступить. Затем союзники блокировали греческие районы, поддерживавшие короля, и, наконец, вынудили его отречься от престола в июне 1917 года. Его сын стал королем и поддержал Венизелоса. В конце концов, Греция объявила войну центральным державам 30 июня 1917 года. Движение на фронте было незначительным до весны 1918 года. После победы союзников Греция ожидала получить большой территориальный кусок Турции в качестве трофея, но она потерпела военное поражение в греко-турецкой войне 1919-1922 годов. В Греции досталась только западная Фракия. Ее самым печальным наследием стали глубокие политические и социальные потрясения, известные как национальный раскол, которые разделили Грецию на два враждебных политических лагеря на протяжении нескольких поколений. Привет! Я все так же продолжаю говорить о дипломатической истории Первой мировой войны. Это 5-я часть. Президент Вудро Вильсон прикладывал усилия к тому, чтобы сохранить нейтралитет Соединенных Штатов и добиться компромиссного мира. В апреле 1917 года США вступили в войну. Вильсон принял все ключевые решения в начале 1917 года при минимальных консультациях. В 1914 году американцы и понятия не имели о приближении войны. Более 100 тысяч американских путешественников, направлявшихся в Европу, оказались там в ловушке, как только началась война, и пассажирские суда перестали ходить. Они отправились в Европу с туристическими целями, по делам бизнеса или навестить родственников, и были застигнуты врасплох, когда началась война. Герберт Гувер, в то время проживавший в Лондоне, занимался их репатриацией, то есть возвращением на родину. Правительство США, находящееся под твердым контролем президента Вильсона, сохраняло нейтралитет. Президент настаивал на том, чтобы все действия правительства были нейтральными и что воюющие стороны должны уважать нейтралитет в соответствии с нормами международного права. В
Вильсон заявил в августе 1914 года, когда началась война, что Соединенные Штаты должны быть беспристрастны как в мыслях, так и в действиях, должны обуздывать чувства, а также любую сделку, которая может быть истолкована как предпочтение одной стороны другой в борьбе. В дальнейшем Вудро Вильсон стал видеть в Германии очень сильную разрушительную силу. На этот счет имеется описание советника Эдварда Хауса. Эдвард Хаус писал: «Мне было интересно услышать, как Вильсон высказывает свое мнение о том, что я написал ему некоторое время назад в одном из своих писем, о том, что если Германия победит, это изменит курс нашей цивилизации и сделает Соединенные Штаты военной державой». Вудро Вильсон говорил о своем глубоком сожалении, что это позволит проверить его политику на соответствие лучшему международному этическому кодексу. Он глубоко переживал о разрушениях в Бельгии, и я обнаружил, что ему не симпатична Германия. Он заходил даже дальше, чем я в своем осуждении участия Германии в этой войне и почти позволял своим чувствам распространяться на немецкий народ в целом, а не на лидеров. Он сказал, что немецкая философия по сути своей эгоистична и лишена духовности. Когда я заговорил о том, что Кайзер создавал немецкую машину как средство поддержания мира, он сказал, какой глупостью было создавать пороховой погреб и рисковать тем, что кто-то бросит в него искру. Он думал, что война отбросит мир на 3 или 4 столетия назад. Я с ним не согласился. Он особенно презрительно относился к пренебрежению Германии договорными обязательствами и был возмущен тем, что бельгийский договор был назван всего лишь клочком бумаги. Но хотя личные чувства президента были на стороне союзников, он настаивал тогда и в течение многих месяцев после этого, что это не должно повлиять на его политическую позицию, которая по его замыслу должна быть строго нейтральной. Он чувствовал, что в долгу перед миром предотвратить распространение пожара, что в долгу перед страной спасти ее от ужасов войны. Вильсон поддерживал экономику на основе мирного времени и не проводил никаких военных приготовлений или планов на войну. Он настаивал на сохранении армии и флота на их небольшой базе мирного времени. Вашингтон отказывался даже изучать уроки военной или экономической мобилизации. Наиболее важной косвенной стратегией, используемой воюющими сторонами, была блокада. Лишить врага продовольствия, и военная машина будет выведена из строя. И, возможно, гражданское население потребует прекращения войны. Королевский военно-морской флот успешно остановил отправку большей части военных припасов и продовольствия в Германию. Нейтральные американские корабли, пытавшиеся торговать с Германией, что явно допускалось международным правом, были захвачены или повернуты обратно. Удушение происходило очень медленно, потому что Германия и ее союзники контролировали обширные сельскохозяйственные угодья и сырье, но в конечном счете стратегия сработала. К 1918 году немецкие города были на грани голода, солдаты на передовой получали скудный паёк, и у них заканчивались предметы первой необходимости. Блокада союзников сделала свое дело. Германия ответила собственной блокадой Британии с использованием подводных лодок, когда в 1915 году был потоплен большой пассажирский лайнер «Лузитания», унесший жизни более 100 американцев. Потопление «Лузитании» было событием, которое решительно изменило американское мнение. Как говорилось, повторите это снова, и это стало бы основанием для объявления войны Соединенными Штатами. Британцы часто нарушали нейтральные права Америки, захватывая корабли, но они никого не топили. Берлин согласился, приказав своим подводным лодкам избегать пассажирских судов. Но к январю 1917 года Гинденбург и Людендорф решили, что неограниченные атаки подводных лодок на все американские корабли, направляющиеся в Великобританию, были единственным способом выиграть войну. Они знали, что это означает войну с Соединенными Штатами, но они делали ставку на то, что смогут победить до того, как удастся мобилизовать потенциальную мощь Америки. Они сильно преувеличили, сколько кораблей они могли бы потопить и насколько это ослабило бы Британию. Они были правы, что Соединенные Штаты были слабы в военном отношении. Гражданское правительство в Берлине возражало против этого плана, но Кайзер встал на сторону военных. Гражданское правительство в Берлине не было ответственным. Вильсон дал ясно понять в своих 14 пунктах от января 1918 года, что он верил, что мир никогда не наступит в мире, который содержит агрессивные, могущественные, недемократические, милитаристские государства. Мир требовал мира, основанного на свободных демократиях.
Америка должна была бороться за демократию, иначе ей пришлось бы постоянно сражаться со все более сильными злыми врагами, более сильными, потому что они пожирали слабых соседей всякий раз, когда могли. Этнические группы в Соединенных Штатах были вовлечены, оказывая давление на администрацию Вильсона, чтобы она либо сохраняла нейтралитет, либо оказывала большую поддержку союзникам. Американские евреи были враждебно настроены по отношению к России, но когда в феврале 1917 года пал царский режим, их возражения против поддержки союзников отпали. Когда в конце 1917 года британцы опубликовали декларацию Бальфура, которую поддержал Вильсон, еврейская поддержка дела союзников резко возросла. Ирландские католики очень враждебно относились к поддержке Великобритании, но Вильсон нейтрализовал эту проблему, пообещав, что вопрос о независимости Ирландии будет включен в его повестку дня после войны. Однако он не выполнил это обещание, что привело к яростному возмущению ирландских католиков, которые играли влиятельную роль в демократической партии в большинстве крупных городов. В 1919 году они выступили против Лиги наций, в 1920 году вяло поддержали кандидатуру демократов на пост президента. Представители немецкой национальности Америки решительно поддерживали нейтралитет. Очень немногие выступали от имени самой Германии. Когда Соединенные Штаты объявили войну, они замолчали и за ними внимательно следили на предмет возможной нелояльности. Фактической нелояльности не было, но политический голос немецко-американского сообщества был значительно ослаблен. Скандинавы в целом выступали за нейтралитет, но, как и у немцев, у них было мало представителей в Конгрессе или на высоких постах. К 1916 году появился новый фактор чувства национального эгоизма и национализма. Невероятные цифры потерь были отрезвляющими. В результате двух масштабных сражений погибло более 1 миллиона человек в каждом. Очевидно, что эта война была решающим эпизодом в мировой истории. Все попытки американцев найти мирное решение были сорваны. Генри Форду удалось выставить пацифизм в смешном свете, спонсировать частную миротворческую миссию, которая ничего не дала. Немецкие агенты добавили нотку комической оперы. Главный шпионский агент Берлина Франц фон Ринтелен тратил миллионы на финансирование саботажа в Канаде, разжигание разногласий между США и Мексикой, подстрекательство к забастовкам рабочих. Британцы тоже занимались пропагандой, но их не поймали. Германия взяла вину на себя, поскольку американцы все больше беспокоились об уязвимости свободного общества перед подрывной деятельностью. Действительно, одним из главных страхов американцев всех радиостанций в 1916-19 годах было то, что шпионы и саботажники были повсюду. Это чувство сыграло важную роль в возникновении страха перед Германией, подозрениях в отношении всех лиц немецкого происхождения, которые не могли доказать 100% лояльности. Американцы чувствовали растущую потребность в вооруженных силах, которые могли бы вызывать уважение. Как выразился один редактор, самое лучшее в большой армии и сильном флоте – это то, что с ними намного легче говорить именно то, что мы хотим сказать в нашей дипломатической переписке. История вступления Америки в войну – это исследование того, как радикально изменилось общественное мнение. В 1914 году американцы считали войну ужасной ошибкой и были полны решимости не вмешиваться. К 1917 году та же самая общественность столь же сильно почувствовала, что вступление в войну было одновременно необходимым и морально правильным. Генералам было нечего сказать в ходе этих дебатов, и чисто военные соображения поднимались редко. Решающие вопросы касались морали и представления о будущем. Преобладало мнение, что Америка занимает более высокое моральное положение, как единственная великая нация, приверженная принципам свободы и демократии. В 1917 году все это столкнулось с серьезной опасностью того, что в краткосрочной перспективе могущественные силы, враждебные демократии и свободе, восторжествуют.
Решительную поддержку морализму оказали и религиозные лидеры, общественные деятели, государственный секретарь с 1913 года по 1916 год Уильям Брайан. Самым важным моралистом из всех был президент Вудро Вильсон. Человек, который настолько повлиял на принятие решения о войне, что данная политика была названа вильсоновским идеализмом, а событие – войной Вильсона. В 1917 году Вильсон провозгласил войну за то, чтобы сделать мир безопасным для демократии. Затем возник вопрос, будут ли американцы бороться за то, во что они глубоко верят, и ответом оказалось громкое «да». Соединенные Штаты были союзником на практике, но не по названию. У США не было договора с союзниками, но были контакты на высоком уровне. Вильсон отводил Хаусу центральную роль в работе с британскими официальными лицами. Как только США объявили войну, Британия направила миссию Бальфура высокого уровня в апреле-мае 1917 года. В то же время Франция направила отдельную миссию. Обе миссии стремились продвигать интересы союзников и работать над планами сотрудничества в военное время. Бальфур встретился с Вильсоном и Хаусом, чтобы обсудить секретные договоры, которые связывали Великобританию и Францию с Италией и другими странами. Члены делегации встретились со многими высокопоставленными руководителями, чтобы разъяснить британскую позицию. Другие встречи касались поставок боеприпасов, а также декларации Бальфура. И Соединенные Штаты и Великобритания публиковали идеалистические видения послевоенного мира в январе 1918 года. Премьер-министр Дэвид Ллойд Джордж объявил о британском видении 5 января, в то время как Вильсон изложил свои 14 пунктов 8 января. Вильсоновский манифест оказал большое влияние во всем мире, особенно на Германию, которая к октябрю 1918 года решила заключить мир на его условиях. Другие союзники не обнародовали послевоенных планов, поскольку они были сосредоточены в первую очередь на денежных репарациях от Германии и конкретных территориальных приобретениях от Австрии и Турции. Британские и американские манифесты сильно пересекались. Они предусматривали право национальности на самоопределение и создание новой международной организации для поддержания мира. Однако они разошлись во мнениях относительно репараций, которые должен был выплатить проигравший. Вильсон поначалу возражал. Вильсон хотел больше свободы и возможностей, чего британцы не могли одобрить. Привет! Я продолжаю говорить о дипломатической истории Первой мировой войны. Это 6-я часть, последняя часть. В то время как Западный фронт был неподвижен, боевые действия на Восточном фронте перемещались вперед и назад на сотни миль. Были решающие победы и поражения, в дальнейшем произошел военный крах России после Брусиловского наступления в 1916 году, а также политический крах в 1917
году. Были одержаны решающие победы над русской армией, начиная с 1914 года, с разгрома значительной части русского контингента в битве при Танненберге, за которым последовали огромные успехи Австрии и Германии. Разложение русских войск плюс внутренние беспорядки, вызванные русской революцией 1917 года, все это привело к тому, что Россия вышла из войны, был заключен Брест-Литовский мирный договор, большевики были вынуждены его подписать 3 марта 1918 года. Это дало Германии контроль над Восточной Европой. Брест-Литовский мирный договор был подписан 3 марта 1918 года между правительством Советской России и центральными державами. Историк Спенсер Такер пишет следующее. Немецкий генеральный штаб сформулировал необычайно жесткие условия, которые шокировали даже немецкого переговорщика. Россия отказалась от претензий на многие территории и согласилась выплатить 6 миллиардов немецких золотых марок в качестве репараций. Договор дал Германии многочисленные выгоды. Самое главное, это позволило основным силам на Востоке переброситься на Западный фронт, где они численно превосходили союзников, поскольку Америка еще не набрала достаточно сил. Обещания, данные России в 1914 году, были выполнены. Договор показал союзникам, что мира с Германией путем переговоров быть не может, и что боевые действия должны продолжаться до тех пор, пока она не капитулирует. Договор утратил силу, когда Германия подписала перемирие в ноябре 1918 года, что фактически означало ее капитуляцию перед союзниками. Когда Германия позже пожаловалась, что Версальский договор 1919 года был слишком суров, союзники ответили, что он был более мягким, чем Брест-Литовский договор в отношении России. В начале войны Германия расширила свой неофициальный пропагандистский аппарат, создав Центральное управление иностранных дел, которому помимо прочих обязанностей было поручено распространять пропаганду среди нейтральных стран, убеждая их либо встать на сторону Германии, либо сохранять свою позицию нейтралитета. После объявления войны Британия немедленно перерезала подводные телеграфные кабели, соединявшие Германию с внешним миром, тем самым перекрыв главный канал пропаганды. Также немцы полагались на мощную беспроводную станцию для трансляции прогерманских новостных репортажей по всему миру. Среди других методов, используемых для поддержания морального духа войск, мобильные кинотеатры регулярно отправлялись на передовую для развлечения военнослужащих. Кинохроника изображала события с прогерманским уклоном. Методы немецкой пропаганды в значительной степени опирались на подчеркивание мифологической и воинственной природы германского народа и неизбежности его триумфа. В декабре 1917 года министр иностранных дел Германии Рихард фон Кюльман объяснил, что главными целями его дипломатии были ниспровержение вражеских государств и заключение мира с отколовшимися государствами и тем самым подрыв политического единства Антанты. Разрушение Антанты и последующее создание приемлемых политических комбинаций составляли важнейшую военную цель дипломатии Германии. Россия оказалась самым слабым звеном во вражеской цепи. Таким образом, задача состояла в том, чтобы постепенно ослабить ее и по возможности удалить. Такова была цель подрывной деятельности, которая велась в России за линией фронта, в первую очередь пропаганда сепаратистских тенденций и поддержка большевиков. Только после того, как большевики получили постоянный приток средств по различным каналам и под разными марками, они оказались в состоянии создать свой главный орган «Правду», вести энергичную пропаганду и заметно расширить первоначальную узкую базу своей партии. Большевики пришли к власти, как долго они должны были удерживать власть, предсказать было невозможно, им нужен был мир, чтобы укрепить собственные позиции. С другой стороны, Германия использовала период, пока они находились у власти, для достижения сначала перемирия, а затем, если возможно, мира. Историк Рон Карден пишет, что пропаганда Министерства иностранных дел в Испании использовала дипломатов и влиятельных испанцев, чтобы убедить Испанию сохранять нейтралитет, что ей и удалось. Австро-Венгерская империя играла относительно пассивную дипломатическую роль в войне, поскольку доминировала и контролировала все Германия. Единственной целью было наказать Сербию и попытаться остановить этнический распад империи, и это полностью провалилось. Вместо этого, по мере продолжения войны, этническое единство ослабевало, союзники поощряли сепаратистские требования меньшинств, и империя столкнулась с распадом. Начиная с конца 1916 года, новый император Австрии Карл I сместил прогермански настроенных чиновников и предложил союзникам мирные предложения, в результате чего вся война могла быть прекращена путем
компромисса. Но ничего не получилось. Австро-Венгрия попала в еще более зависимое положение по отношению к Германии. По мере того, как экономика империи рушилась, испытывая серьезные трудности, даже голод, ее многонациональная армия теряла боевой дух, и ей становилось все труднее удерживать оборону. Левые либеральные движения, оппозиционные партии усиливали и поддерживали сепаратизм этнических меньшинств. Спустя время империя распалась. В 1914 году население Османской империи составляло около 25 миллионов человек, включая 14 миллионов турок и большое количество арабов, армян, греков и других меньшинств. Экономика была в значительной степени традиционной, но с сильным немецким влиянием в плане модернизации, особенно строительства железных дорог. В 1914 году османское правительство в Константинополе проявило инициативу в поддержке центральных держав. Если посмотреть на Османо-Германский союз, армия находилась под немецким руководством, под командованием генерала Отто Лимана фон Сандерса. В октябре 1914 года были атакованы российские порты на Черном море. Через несколько дней это привело к взаимному объявлению войны. Немецкий генерал Эрих Людендорф заявил в своих мемуарах, что, по его мнению, вступление турок в войну позволило центральным державам сражаться на 2 года дольше. Турки вели войну на нескольких фронтах. Против России, против Великобритании, против объединенных союзников в Галиполи. Турецкая Великая Победа была одержана при Галиполи. В 1917-18 годах британцы вели секретные мирные переговоры с представителями Османской империи в Швейцарии. Турецкое руководство было внутренне расколото и не могло договориться ни о каких мирных условиях. Британцы хотели подождать, соглашения достигнуто не было. Арабское восстание, начавшееся в 1916 году, переломило ситуацию против османов на Ближневосточном фронте, где поначалу казалось, что они одерживают верх в течение первых 2 лет войны. Мудрское перемирие было подписано 30 октября 1918 года и установило раздел Османской империи в соответствии с условиями Севрского мирного договора. Этот договор, разработанный на Лондонской конференции, позволил султану сохранить свое положение и титул. Оккупация Константинополя и Измира привела к созданию турецкого национального движения, которое выиграло турецкую войну за независимость под руководством Мустафы Кемаля. Султанат был упразднен 1 ноября 1922 года, а последний султан Мехмед VI покинул страну 17 ноября 1922 года. Халифат был упразднен 3 марта 1924 года. Геноцид армян был преднамеренным и систематическим массовым убийством этнических армян османским правительством. В 1915 году, когда российская Кавказская армия продолжала продвигаться в восточные провинции, османские военные начали этническую чистку. Геноцид армян осуществлялся в 2 этапа. Массовое уничтожение трудоспособного мужского населения путем массовых убийств и принуждения к принудительному труду, за которым последовала депортация женщин, детей, стариков и немощных на марш смерти в сирийскую пустыню. Подгоняемые военным конвоем, депортированные были лишены пищи и воды и периодически подвергались грабежам, изнасилованиям и массовым убийствам. Османские официальные лица отрицали это, а немецкие союзники помогали покрывать все это. Правительства союзников пытались дипломатически остановить геноцид, но все было проигнорировано. 24 мая 1915 года союзники выступили с публичным осуждением массовых убийств армян. Они считали, что это преступление против человечества и цивилизации, за которое все виновные стороны будут нести личную ответственность после войны. Победители вынесли этот вопрос на Парижскую мирную конференцию в 1919 году. За этим ничего не последовало. Новое османское правительство действительно предало суду некоторых высокопоставленных чиновников, наказав некоторых и казнило нескольких. Они заочно приговорили к смертной казни высших руководителей, но эти люди бежали и скрывались. Однако армяне выследили министра внутренних дел и убили его в 1921 году в Берлине. Лозаннский мирный договор 1923 года дал амнистию преступникам.
Болгария чувствовала себя преданной и повернулась против России. Болгария в 1914-15 годах была нейтральной. В 1915 году Германия и Австрия поняли, что им нужна помощь Болгарии, чтобы нанести военное поражение Сербии, тем самым открыв линии снабжения из Германии в Турцию и укрепив Восточный фронт против России. В обмен на войну Болгария наставила на крупных территориальных приобретениях, которые Австрия неохотно предоставляла до тех пор, пока Берлин не настоял на этом. Болгария также вела переговоры с союзниками, которые предлагали менее щедрые условия. Таким образом, в 1915 году правительство присоединило Болгарию к центральным державам, хотя это означало стать союзником османов, традиционного политического и религиозного врага Болгарии. Болгария не имела претензий к османам, она возмущалась Сербией, Грецией и Румынией, союзниками Великобритании и Франции за захват земель, которые, по мнению болгар, принадлежали им. Болгария подписала союз Германии и Австрии в сентябре 1915 года, который предусматривал, что Болгария будет доминировать на Балканах после победы в войне. Хотя болгарская армия была успешной в военном отношении в 1915-17 годах, ее эффективность рухнула летом 1918 года. Моральный дух был плохим из-за нехватки продовольствия и боеприпасов на фронте. Как на руководящем, так и на народном уровне росло недоверие к намерениям Германии. Преобладала усталость от войны, солдаты чувствовали себя преданными. Многих возмущала необходимость сражаться со своими собратьями, православными христианами, в союзе с османами, мусульманами. Руководство потеряло поддержку болгарского народа. Русская революция 1917 года выкристаллизовала недовольство в Болгарии, распространив антивоенные и антимонархические настроения. В июне 1918 года правительство ушло в отставку. В сентябре 1918 года союзники вторглись. Болгария была быстро захвачена и согласилась на перемирие. Была провозглашена республика. 8 ноября Болгария вступила в войну на стороне союзников, однако было уже слишком поздно. Год спустя союзники навязали очень жесткий договор. Союзники наложили репарационный долг в размере 100 миллионов фунтов стерлингов, который обедневшая нация не смогла выплатить.